Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Годвин Винтаж. Сегодня я вас приглашаю в святая святых, в свою винтажную антикварную комнату. На самом деле это комната. Все видео по винтажной бижутерии, по тому, как я делаю маски на своем основном канале, по секонд-хенду, конечно, я снимаю в своей гардеробной. Но это вот мой кабинет, так выглядит. Комната не маленькая, не большая, но как бы изначально эта комната была предназначена как третья спальня. Ну, так как мы с мужем живем вдвоем, и нам одной спальни достаточно, в общем, одну из этих спален я приспособила себе под кабинет. И, в общем-то, сегодня вас приглашаю в святая святых. Хочу показать, как все это выглядит. Те мои дорогие зрители, кто смотрит мой основной YouTube канал, награды вы видите, это золотая и серебряная кнопка. На канал Оксана, это канал про уход за собой, маски, все, что можно делать в домашних условиях. В общем-то, более 1,5 миллиона подписчиков на том канале у меня есть. Кому это интересна тема, тоже можете зайти на тот канал и посмотреть. Здесь у меня штатив. Он мне постоянно нужен, видите, он уже в таком покоцанном состоянии. Здесь у меня и селфи для телефона, и, в общем-то, что-то прикручено. Модернизировала я его как могла, потому что с этого штатива я снимаю видео и на канал про винтажную одежду из секонд-хенда. Кому тема интересна, тоже можете туда зайти посмотреть. И совсем рядом гардеробная, так что штатив тут всегда и стоит. Ну и давайте подробненько покажу, что здесь в этой комнате собрано. Кстати, хочу сказать, мои дорогие друзья, что все предметы, которые находятся в этом кабинете моем, они либо достались в наследство от бабушки моего мужа, а мужу моему больше 60 лет, то есть предметы старинные. Некоторые из этих предметов были найдены на свалках, на различных распродажах, на гараж-селах. И, конечно, я смотрю, чтобы они все были в отличном состоянии. Вот тут собрала картины день-ночь, я думаю, луна и солнце, думаю, что так символически. Здесь вот такие подсвечники. В общем, все комоды, этот комод я купила уже много лет назад, и он открывается по бокам, соответственно, и эта часть сейчас открывается. Здесь, конечно, собраны мои коллекции различных украшений. Открывается и вот эта вот верхняя полочка. В общем, все свое добро храню вот в таких комодах. И у меня несколько таких комодов, так что смотрите, показываю все как есть. Дальше идет вот такой столик. Кстати, вот этот столик, он, да, винтажный, антикварный, но вот эту вот завлекающую деталь, декор я сама сюда приделала удачно, потому что у этого стола, хотя он антикварный, классный столик, в общем-то, отсутствовал ящик. В итоге я перевернула его и поставила с задней стороной и украсила вот таким декором. Думаю, что он хорошо сочетается с полкой для моих наград. Вот как-то так. И здесь собраны тоже небольшая коллекция металлических шкатулок. Я вам их, некоторые из них, вернее, показывала. И вот идем дальше, как говорится. Конечно же, символ современности – это глобус. Люблю я этот предмет, но он такой простейший. И, честно говоря, я искала глобус какой-то старинный. Ну, в общем, то, что мне встречалось, было либо с повреждениями какими-то, либо по очень высокой цене. Я как бы стараюсь не покупать слишком дорогие вещи подобные. Я знаю, что их можно найти и даром, и как-то, в общем-то, обойтись малыми, так сказать, жертвами. Но пришлось заказать именно вот такой новый, современный. Ну, стоит до тех пор, пока не нашлось что-то более подходящее. Здесь салфетка, вышитая бабушкой мужа.
Их много, целый сундук. Кстати, сундук сейчас я вам покажу. И это вот такой прям, ну, сундук, настоящий сундук, который я приспособила как рабочий стол для съемки видео из своих коллекций. Все, что нахожу. Вот так вот я выгляжу. Здесь вот такая небольшая шкатулка, кстати, тоже бабушкина. И тоже в отличном состоянии. В общем, как-то вот так мой рабочий стол организован. Эти часы я вам тоже показывала. Классные. Тикают просто громко, великолепно. Здесь вот шкатулка. И это именно музыкальная шкатулка. То есть сейчас, минутку. Видите? Музыкальная шкатулочка. Иногда поднимаю себе настроение, просто слушаю вот эту вот уникальные звуки. Так, здесь стол, кстати. Так, минутку. Кто-то хочет зайти. Заходи, мой хороший. Заходи сейчас. Это стол. Тоже стол винтажный. Я боюсь даже ошибиться. Возможно, это антикварный стол. Тоже достался в наследство. Стол-книжка из натурального дерева. А стикерс пришел. Привет. И, в общем-то, да, я его стилизовала вот такими камнями, потому что часто ставлю на этот стол и какие-то горячие чашки с кофе. В общем, боюсь, просто берегу этот стол. А, кстати, вот эти вот камушки мне служили верой и правдой некоторое время. Я снимала видео с приготовлением домашних масок и, в общем-то, как фон использовала именно вот этот фон, камушки натуральные. Так, а вот два друга уже тут любят, когда я снимаю видео. Так, здесь у меня стол рабочий для канала с ASMR. Я снимаю ASMR видео тоже, кому интересно, можете зайти на тот мой канал. И приготовление домашних масок тоже здесь и делаю. Также у меня есть коллекция ложек. По-моему, в прошлом видео я вам показывала, как я добавляю ложки в эту коллекцию, потому что есть свободные места, и стараюсь заполнить. Эта коллекция досталась тоже мне в наследство от бабушки мужа, но она была не полная, есть много свободных мест. Короче, добавляю, если что-то встречаю интересненькое, обязательно покупаю ложки и сюда добавляю. Так, вот пропустила вот такая композиция из шкатулок. Сундук тоже нашла на свалке, показывала вам. Тоже он такой классный. Пока пустует, что-то интересное сюда, конечно, я помещу. Кресло тоже в отличнейшем состоянии купила, по-моему, в Гудвилле. И обошлось оно мне всего $5, мои дорогие. Вот такая чудная вещь. Стяжка каретная, велюр. И здесь, как это называется? Напишите, забыла, вылетело слово. Так, ну и следующий комод. Это комод, который мне служит верой и правдой очень уже длительное время. Я, по-моему... Так, ну-ка не драться, друзья, не драться. Так, они ревнуют друг друга. Если один пришел, то второй должен уйти. Так, ну-ка, живем дружно. Вот такой комод. Тоже вам я его показывала. Ну, принцип тот же самый. Поднимается верхняя крышка. Здесь есть зеркало. На этой крышке у меня стойки для моих браслетов. Конечно, тут все заполнено украшениями, которые я вам показываю. Не пропускаю. Стараюсь показать абсолютно все. Здесь такие вот коллекции небольшие, собранные. Тоже я вам их показывала. Так что сегодня обзор комнаты. А, конечно, в следующем видео обязательно вас ждет разбор каких-то моих украшений. Картина купила тоже, вернее, купила, нашла за копейки, по-моему, на свалке она стоила. Но картина, когда я пришла, это не, как вам сказать, это прям картина нарисованная с подписью. Не знаю, кто это, что это за художник, но это, как вам сказать, не постер, а прям так отсвечивает, а прям картина нарисованная и в отличной раме, тоже вот как-то вот так.
Это сейчас покажу вам недавнешнее свое приобретение. Это вот такой комод. Я вам тоже его показывала. Тоже, конечно, удобен. Здесь у меня и с задней части на 360 градусов он поворачивается. Покупали на Amazon. Здесь, конечно, у меня коллекция украшений, которые я использую ежедневно. То есть подбираю то, что подходит к сегодняшнему аутфиту. Здесь есть подсветка. В общем, удобен очень так в использовании. К тому же зеркало во весь рост. Тоже классно. Так, следующее здесь, простите, коллекция моих любимых кошек. Собираю кошек. И вот эти вот статуэтки. Это номерные статуэтки, винтажные. Тоже кто-то мне достался за $1, кто-то за 50 центов. Но, в общем, вот такая коллекция кошек. Я вам их тоже показывала. Но, к слову сказать, что сейчас как-то очень редко попадается именно вот эта серия кошек. Одно время прям их было много. Я как-то в один заход купила, по-моему, 10 кошек. Что-то вот так вот. А сейчас как-то все реже и реже. Следующий вот такой навесной. Из этой же серии то же самое. Посмотрите, они по стилю. Ну, вообще одного производителя по цвету они очень похожи. Только лишь это навесной такой шкаф. Тоже не маленький. И принцип тот же самый, только без зеркала. И без зеркала во весь рост. А сверху у меня вот такая тоже парочка кошек из одной коллекции. Кстати, очень удобен вот этот вот способ хранения бижутерии. Тоже на Amazon, по-моему, покупала. Так, снизу у меня заряжается еще камера. Я снимаю с нескольких камер, потому что съемки веду, как я уже сказала, для 4 каналов. Поэтому у меня такое производство, так сказать, непрерывное производство. А вот в этой части тоже коллекция моих шкатулок. И здесь опять-таки моя любимая коллекция этих кошек. Они все разные, они просто уникальные. Глазки у них стеклянные, зеленые у всех. Но они такие сюжетные, просто невероятно. Видите, здесь вот кошка чай пьет. Здесь вот кошечка ко сну готовится. Здесь вот с игрушкой кошка. Здесь вот она что-то цветочки сажает. В общем, невероятная просто фантазия у производителей этих кошек. Так, здесь у меня тоже часть бижутерии. Скажу честно, показываю вот как есть. Как в ежедневном варианте эта комната выглядит, так и показываю. Ну и основная часть коллекции, конечно, у меня хранится вот в этом. Это даже не комод, это не стойка. Тоже нашла на каком-то развале. Были дверцы у этого. Не комода, я даже не знаю, как это называется. Видите, дверцы я сняла, стекол не было, поэтому зачем, как говорится, портить вид. Хочу как-то немного реставрировать этот комод. То есть вот эти вот детали, видите, здесь были двери. Я их открутила, и как-то надо их задекорировать. Но это, как говорится, в планах моих. Здесь вот такой вот комод. Тоже совсем недавно я вам показывала с коллекцией из жемчуга. Жемчужные украшения. Тоже собрана коллекция. Показывала совсем недавно вам. Ну, в общем, сюда хорошо вписался. Думаю, что, как говорится, растянула белый цвет по этой комнате. Поэтому стараюсь, что как-то все это более-менее гармонично выглядит. Стойка вот эта вот для украшений. Но мне кажется, это бы выглядело неаккуратно. Я, честно говоря, не люблю вот такие открытые, да, способы хранения украшений. Они всегда выглядят как-то неопрятно. Ну, в общем, решила как-то вот так украсить. По поводу вот этой картины. На первый взгляд она кажется очень простой, но она, посмотрите, она фигурная. То есть вот эти цветочки, они, по-моему, что-то керамическое вылеплены. То есть она 3D. Вот так вот, 3D. Она какая-то объемная, тоже картина себе необычная. И вот тоже и рама такая в тему. Здесь, конечно, у меня вазочка Клоузане, перегородчатая эмаль.
Такая нежная, красивая. Думаю, даже без цветов она выглядит здорово. Следующая шкатулка прозрачная. Мне очень нравится. То есть сами украшения тоже являются как бы украшением самой этой шкатулки. Я вам ее тоже показывала. И содержимое этой шкатулочки тоже вам, ну, те, кто постоянно смотрит, известны. Вот такая небольшая композиция из цветочной темы тоже недавно показывала. Здесь опять-таки клоузане, но вы знаете, вот это все-таки индийские украшения. Видите, техника немного отличается, то есть и оттенки отличаются. Именно более грубая сама перегородка. Здесь у меня колечко. Сама грубая перегородка и оттенки эмали тоже они вот своеобразные, да, то есть не такие, как у итальянской, да, различных поделок. Тоже вот так отличается. Индийский старинный антикварный кувшин. Так, здесь у меня ваза японская с цветами. Ну и сама коллекция, которую я тут собрала. Здесь вот коллекция кошек на верхней полке. Конечно, тут у меня есть коллекции бижутерии, тоже я вам их показывала. Здесь у меня коллекция также украшений, тоже, которые я вам показывала. Храню вот таким образом. Тоже удобно. Если еще какие-то вот стеллажи буду встречать, обязательно буду покупать. Но в последнее время что-то они как-то редко очень встречаются. Хотя вот на самом деле это подвесная полка, подвесной вот такой ящик. Но мне удобнее именно, чтобы все украшения было видно. И сам факт, что это все под стеклом сохранено и защищено. Коллекция шкатулок у меня вот такая вот. Тоже некоторые из этих шкатулок я вам показывала. Есть очень интересные, очень ценные вещицы, которые я очень люблю. Если встречаю, обязательно покупаю. И нижняя полка у меня тоже наполнена этими шкатулками, но уже здесь вот тема каменные шкатулки из натурального камня, деревянные, а здесь вот керамика в основном. Так, ну и да, тоже вот такой вот колокольчик. На самом деле это флакон. Флакон парфюма от Avon. Отворачивается вот эта вот деталь. И здесь вот сам парфюм. Ну, в общем, думаю, что с кобальтовой вот этой вот вазой они вместе так хорошо смотрятся вполне себе, да. И следующую вещь я тоже вам ее показывала. Это подставка для картин. Тоже показывала, рассказывала. Мы сошлись в едином мнении, что это действительно подставка для картин. Тоже с позолотой. Тоже я вам ее совсем недавно показывала. Мои дорогие друзья, вот такая у меня винтажная антикварная комната. Мой рабочий кабинет. Конечно, перед каждым рабочим местом есть у меня пуфик. Здесь вот пуфик такой. Для работы с масками, с асмр. У меня вот такой вот пуфик. Все это в такой вот немного кошачьей теме. Да, не рассказала про это кресло. Стул тоже нашла на каком-то развале абсолютно за, по-моему, за $5, что ли. Из натурального дерева. Но просто великолепный стул. Прослужит еще очень долго и удобно на нем сидеть. Все прямые эфиры провожу именно на этом стуле сидя. Так что надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось. Что-то вы приоткрыли, вернее, я вам приоткрыла тайны своей винтажной антикварной комнаты. Надеюсь, вам это понравилось. Пишите свои впечатления. Буду очень рада и признательна вам за ваши комментарии. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым видео. В новом видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.